2022 я решила встретить в Асуане. Первое путешествие за 7 лет жизни в Египте, которое я организовала полностью сама. Но я надеюсь, что у нас все получится. Асуан – это самый южный город Египта, граничащий с Суданом и хранящий массу интересных артефактов. Будьте готовы, что по дороге из Хургады в Луксор вас будут останавливать, проверять документы, записывать какие-то списки. Потому что это направление считается менее безопасным, чем Каирское. Дорога из Хургады до Асуана не близкая, немногим более 500 километров. Сначала мы ехали автобусом до Луксора, а затем поездом до Асуана. Луксор встречает шумом, гамом, тарарамом, безумными таксистами. Ну, собственно, все как всегда. Веселыми людьми, ну и хорошей компанией. Нас уже 3. Но купить билет в железнодорожной кассе нам не удалось. Как оказалось, поезд первого класса будет только в 7 часов вечера. Но я точно знаю, что ходят другие поезда, египетские, для обычных жителей Египта. Мы будем пытаться уехать на таком поезде. Надеюсь, у нас все получится. Нас уверяли, что мы можем ехать только вечерним поездом первого класса, но... Далее, это все поняли, да? Мы с 3-й платформы едем. Выглядит это примерно вот так вот. У нас, наверное, так же выглядит 3-я платформа примерно. Ну, экстримчик еще тот. Мы решили садиться в поезд без билетов, а купить их у кондуктора внутри. В конце концов, не высадят же нас на половине пути. Мы ловили на себе недоуменные взгляды и улыбки египтян, а также постоянно слышали предложения о помощи. Но все оказалось несложно. Вагоны были полупустые, мы ехали спокойно, а билеты купили у кондуктора по 85 фунтов. Дорога была долгой, и вместо ожидаемых 3 часов она заняла порядка 4,5. Привет, Асуан! Разбираемся, куда же идти, что делать, как ехать. Будем надеяться, что, как и обещали, люди здесь все добрые, отзывчивые, и у нас все будет хорошо. Мы решили воспользоваться помощью попутчика, молоденького парня-египтянина, и отправились до нужного места на городском микроавтобусе. Проходя через центральную площадь перед ЖД-вокзалом, сверкающую яркими огнями, я сразу поняла – город придется мне по душе. Мы отправились к лодочной переправе, так как наш хостел находился на острове Элефантин. 5 фунтов и пару минут восторга по Нилу мы на месте. Но первое впечатление, я признаюсь, так себе. Ну, наверное, хорошо, что мы приехали вечером, и ничего не видно, потому что пока ничего не понятно. Ну, наверное, так и должна быть нубийская обстановка. В общем, рейтинг у хостела очень неплохой, 9,1, поэтому, надеюсь, нас не обманули. Посмотрим. Полный обзор хостела Рома Хаус вы найдете в отдельном видео, но вид с террасы на крыше нас точно порадовал. Ужинать мы отправились на Большую Землю. Причем оказалось не так-то и просто найти в центре Асуана приличный египетский фастфуд. Можете представить, как мы проголодались за время долгой дороги? Не припомню, когда я в последний раз ела такой вкусный креп с курицей. Сил хватило на небольшую прогулку по набережной, и все. Ведь утром нас ждала удивительная поездка, ради которой пришлось встать в 3 утра. Мы отправились в потрясающее место под названием Абу-Симбел. Подробнее об этой поездке смотрите отдельное видео. А сейчас приглашаю вас на прогулку по городу Асуан. И не по центру, а по самым настоящим местным маленьким улочкам. Думаю, что не каждый турист рискнет прогуляться по таким улочкам города, незнакомого города, куда зайти немножко стрёмно. Ну, мы не обычные туристы, поэтому мы гуляем по таким локал местам. Это обычный реальный Египет. На пути нам встретились древние руины. Оказалось, это развалины храма Айсис, и вежливые сотрудники пытались нас завлечь внутрь. Но вот после мощного Абу-Симбел почему-то смотреть эту достопримечательность нам не захотелось. К тому же выглядело все странно и немного неухоженно. Видимо, туристы сюда доходят нечасто. Зато вход на территорию был самым дешевым, всего 60 фунтов.
Мы продолжили прогулку по городу, впереди было еще много интересного, в том числе и прогулка на лошадках. Сегодня началось в 3 утра или в 3 ночи, не знаю, как сказать правильно. По-прежнему день продолжается, эмоций очень много. Мы были только что в красивой Копской церкви. Мы пришли в парк. Милый, зелененький, местами не очень чистый, как везде в Египте, но тем не менее симпатичный парк. Вход на территорию стоит 10 египетских фунтов. К слову, бесплатных парков в стране пирамид лично я не встречала. Но денег было совсем не жалко. Нам открылся потрясающий вид на Нил, и здесь мы встретили красивейший закат. Затем мы прокатились на лошадке и отправились отдыхать, так как впереди нас ждала насыщенная 31 декабря. Еще раз напоминаю, живем мы на острове. Чтобы попасть в нормальный город, нам нужно воспользоваться услугами водного такси. Стоит такая лодочка 5 фунтов в одну сторону. Дорога занимает минутки 3-4. Ходит лодочка туда-сюда без какого-то расписания. В общем, атмосферненько. У реки Нил своя особая магия, которую нужно почувствовать. Словами и эмоции передать очень трудно. А плыли мы навстречу новым, интересным, удивительным местам. Сегодня мы приехали в храм с названием Камомба. И я надеюсь, что я увижу крокодиловые мумии. Что ожидало нас внутри, вы узнаете из отдельного видео. В дальнейшем путешествии по Нилу нас развлекали местные мальчишки. А вот и знаменитый отель Old Cataract. Именно здесь королеву детектива Агату Кристи когда-то принимал и угощал коктейлями король Фуад. Я даже не знаю, ребят, что может быть круче, чем проводить 31 декабря вот в таком вот месте. Короче, это просто, вообще офигенно круто, правда. А мы приближались к популярному туристическому месту, которое называют Нубийской деревней. Конечно, здесь все заточено под путешественников, но это невероятно атмосферно, и побывать тут должен каждый, кто добирается до Асуана. Я просто, эмоции переполняют, как всегда, я жутко эмоциональная, меня чуть не разорвало эту эмоцию на крыше кораблика, а сейчас мы идем в самый настоящий нубийский дом. Понятно, что это все настроено на туристов, правда, очень все круто смотрится, вы видите, как их верблюды мычат, в общем, все очень классно. Тот случай, когда мне хочется купить себе нубийское платье, когда мне хочется купить себе какую-то куклу Вуду, когда мне хочется купить себе все и отсюда не уезжать. В общем, я поняла одну вещь, что я вернусь обязательно в Асуан, но я поселюсь в этом месте и обязательно увижу крокодила в озере Наср. Но это, ребят, было реально круто. Непременно приезжайте сюда, в нубийскую деревню, чтобы ощутить полную атмосферу города Асуана и вообще Египта. На какое-то время мы совершенно забыли, что до Нового года оставалось всего несколько часов, а наслаждались красивым, нарядным, сверкающим Асуаном. Вечерний Асуан очаровательный. На берегу Нила выстроились в ряд сверкающие круизные корабли. Смотрится это восхитительно, и даже не видно никаких погрешностей традиционного мусора, приставучих погонщиков лошадок. Все это смотрится очень атмосферно. Мне очень нравится Асуан. Мы прошли по всей длинной набережной Асуана и попытались впитать атмосферу и колорит. Можете, конечно, мне не верить, но почему-то здесь, в центре Асуана, я очень ощущаю Новый год. Я без платья, пока без шампанского. Ничего новогоднего, казалось бы, нет, но я реально ощущаю праздник. Посмотрите, какая красота вокруг. Город бурлил в предновогодней суете. По центральной площади невозможно было протолкнуться, а мы привлекали всеобщее внимание. От желающих сфотографироваться невозможно было отбиться. В общем, то, что сейчас происходит в центре Асуана до Нового года уже несколько часов. Сложно передать какими-то словами, потому что это реальное ощущение невероятного праздника.
Мы протискивались между торговых рядов, покупали мандарины и клубнику, делали последние приготовления, чтобы накрыть необычный праздничный стол на террасе нашего бюджетного гестхауса. Люди, где мы? Надо открываться, давай, проходим. Где под интернетный бой курантов и салют над Асуаном встретили новый 2022 год. В общем, мы решили, что не можем мы 3 часа перед поездом потратить в холостую, поэтому пришли в Нубийский музей. Мне очень понравилось вчера в Нубийской деревне. Я надеюсь, что я больше узнаю о культуре этой нации, и музей мне понравится. Все так и получилось. Хоть я и не отношу себя к ценителям музейного искусства, но это место однозначно рекомендую к посещению. Прогулка была бы неполная, если бы мы не проехались на тук-туке, поэтому так как в музее мы потратили все свое свободное время, то мчимся на тук-туке на поезд. Завершающие виды на Асуан, который мне так не хотелось покидать. Да, улицы не представляют из себя ничего интересного, но здесь живет та атмосфера, которая называется настоящим Египтом. Можно считать, что наша 3-дневная поездка подходит к своему завершению, но впереди у нас еще поездка на поезде и дорога из Луксора в Хургаду. Все было супер на самом деле. Асуан я люблю, я это знала и раньше. Я думаю, что я сюда вернусь. Это мой не последний визит. В завершении немного египетского железнодорожного колорита. Признаюсь, что обратная дорога была куда ярче, несмотря на то, что билеты мы купили всего лишь по 35 фунтов и в кассе ЖД вокзала. Такая поездка точно не для каждого. Признайтесь, вы бы рискнули отправиться в таком поезде путешествовать? Но мы, несмотря на специфику, старались получать удовольствие. Жевали тростник, которым нас угощали ребята, и общались с местными жителями. Хочу сказать большое спасибо своим неожиданным попутчикам Ирине и Илье. А еще я говорю, до свидания, Асуан, до новых встреч. Поздравляю с наступившим Новым годом и желаю ярких, интересных, незабываемых путешествий.